Привет, Арми. В фандомах есть что-то такое, что заставляет их шуметь и спорить. Представьте себе ночь в Сеуле. Ясное небо, городские огни мягко мерцают сквозь тени зданий. А в тихом уголке, в ресторане Skopr The Chief. Два имени, которые мы слишком часто слышали вместе. Слишком часто отрицали их связь. Сидят бок о бок, никаких камер, никакого сценария, никакой публики. Никаких прожекторов на сцене. Никаких микрофонов. Только звон ложек, аромат трюфелей, наполняющий воздух. И тихий смех, который звучит как тайна. В ту ночь мир ничего не знает. Никаких фотографий, никаких видео, только тишина. Пока не запланированная японская фанатка. Не понимает, что она в том же самом месте. Место, где Тэхён и Чингук когда-то ужинали вместе. И вот тут все изменилось. Маленькая, простая, но такая правдивая история, которая заставила весь фандом задуматься. Однажды Тэгука видели ужинающим с ним в ресторане Skopr The Chief, известном своей безмятежной атмосферой и тщательно приготовленными блюдами. Эта история принадлежит японской фанатке, которая случайно там побывала. Сначала она просто хотела попробовать пасту с трюфельным кремом, то самое блюдо, которое Чингук приготовил в своем недавнем прямом эфире. Однако, придя в ресторан, она почувствовала себя иначе. Возникло теплое чувство, своего рода совпадение, которое трудно объяснить, а потом она узнала, что именно здесь Тэхён и Чингук ужинали вместе. Сотрудники ресторана даже показали им автографы и место, рядом, у окна. Они сказали, что Тэхён и Чингук выглядели расслабленными, тихо разговаривали, изредка посмеиваясь, словно два человека, которым комфортно вместе, и им не нужно много говорить. Фанатка представила себе эту сцену, глядя на пустую комнату перед собой. Она представила, как они непринужденно беседуют, возможно, о музыке, еде или о чем-то еще, понятном только им двоим. Ей сказали, что они заказали салат с гребешками и стейк-блюдо, которые нужно есть вместе, а не в одиночку. Хотя она не могла заказать салат из-за аллергии, она все же попробовала любимую пасту Чингука с трюфелями, словно желая забрать частичку этого момента домой. В ресторане она получила уведомление о том, что Чингук ведет прямую трансляцию. Время и детали совпали, словно кусочки пазла идеально сложились. С этого момента ее уверенность в реальности ужина только крепла. Для фанатки этот опыт стал не просто историей, а подтверждением того, что отношения Тэхёна и Чингука не просто слухи, а нечто настоящее. Им не нужно было выставлять на показ, потому что именно в этой простоте их близость ощущалась по-настоящему. Несколько дней спустя Чингук провел прямую трансляцию на Уиверс. Он часами играл в игры, непринужденно общался с фанатами, смеялся и выглядел совершенно естественно. В какой-то момент он даже поправил очки и пошутил о своем зрении. Этот небольшой жест вызвал у фанатов улыбку, потому что казался таким реальным и личным. Его чуть более длинные волосы, плавные движения, когда он поправлял очки, и искренняя улыбка создавали теплую атмосферу. Именно в такие моменты фанаты чувствовали себя ближе к нему. И каким-то образом многие вспомнили Тэхёна, особенно потому, что стиль и энергетика Чингука в тот вечер напоминали им о прошлых встречах. Это небольшое совпадение вызвало у фанатов Тэхёна ностальгию. Словно сквозь такие мелочи, очки, прическу или смех, их все еще связывала тонкая нить. Хотя прямого взаимодействия не было, это ощущение было ощутимым. Многие начали понимать, что они всегда каким-то образом являлись друг другу, даже когда находились в разных местах. Иногда это происходило через жесты, выбор слов или даже через мелочи, казалось бы, случайные вещи. Такие моменты не были постановочными, а естественным отражением глубокой связи и взаимопонимания. К сожалению, фандом часто относился к таким вещам несправедливо. Когда Чингук или Тэхён что-то делали, комментарии часто вызывали негативную реакцию, в отличие от реакции, когда другие участники делали то же самое. И все же, то, что они делали, было обычным делом, смеялись, были нежными, проявляли заботу. Именно поэтому многие поклонники Тэкука чувствовали, что люди иногда забывают смотреть сердцем.
Потому что те, кто действительно обращает внимание, все равно видят знаки. Даже без камер, без сцены они все равно демонстрировали эту связь. От того, как Чингук смотрел на них, как Тэхён улыбался, до того, как они оба молча существовали. Ничего не было наигранным, ничего не было лишним. Просто два человека, которые понимают друг друга на языке, не требующем перевода. Иногда одного взгляда достаточно, чтобы все объяснить. И, возможно, именно поэтому даже самые короткие мгновения между ними кажутся такими особенными. Потому что то, что они показывают, не игра, не стратегия. Это реальность. Это честность. И любой, кто смотрит сердцем, поймет это. Потому что таким отношениям не нужны долгие объяснения. Их просто нужно почувствовать. И, возможно, в этом и заключается красота. Не в широких жестах, не в грубых словах любви. А в мелочах, которые могут понять только два человека, понимающих друг друга. Скромный ужин, тихий смех за стеклом или момент, когда время на мгновение останавливается только для них. Тэхёну и Чингуку не нужны доказательства. Им не нужно ничего объяснять. Потому что то, что реально, не всегда нужно видеть. Иногда достаточно почувствовать. И тот вечер в Скопор-Зечив был безмолвным свидетельством чего-то более глубокого, чем просто слухи. Более сильного, чем просто домыслы. Чего-то, что растет между двумя сердцами, идущими бок о бок. Даже если мир не всегда это понимает. По-настоящему странно то, как люди внутри одного фандома позволяют себе рисовать такие резкие контрасты, не задумываясь. Те же жесты, те же взгляды, та же манера поведения, но все меняется в зависимости от того, кто это делает. Если это Тэхён или Чингук, сразу же следуют негативные комментарии, критика, как будто они делают что-то не так, но если это Чимин, кажется, все считают его идеальным, как будто ни в чем сомневаться. Странно, не правда ли? Как будто личные предпочтения каждого фаната диктуют, что он считает правильным, а что нет. Речь не о сравнении или признании одного лучше другого. Речь идет о том, чтобы заметить, что все они делают одно и то же, но реакция у них разная. Одно это многое говорит о том, как мы воспринимаем друг друга. Фанаты начали замечать эти маленькие жесты, моменты, которые казались почти незаметными, но которые показывали, что Чингук и Тэхён были связаны так, как никто другой не мог понять. Даже когда они не были вместе на камеру, всегда были знаки, способы найти друг друга или общаться взглядом, тонким прикосновением, то, что знали только они. Видя, как Чингук сосредоточен на игре, но при этом позволяя проявиться этим деталям, прямая трансляция ощущалась еще более интимной. Легко было представить, каково это было бы, если бы они снова оказались в одном помещении, играли, смеялись, передавая друг другу те безмолвные сигналы, которые делали их отношения такими естественными. Потому что никто другой не вызывал у них таких чувств, никто другой не мог их так понять. Это было просто, прямолинейно и так доступно любому, кто готов был смотреть без фильтра. И, возможно, именно поэтому все, что говорили или думали фанаты, меркло по сравнению с очевидным. Между Чингуком и Тэхёном было что-то, не требующее объяснений, слов, преувеличений. Оно просто было, и это нужно было увидеть. Потому что, в конечном счете, такие отношения не предназначены для наблюдения. Они просто существуют. Безмолвные, теплые и настоящие. Для каждого, кто осмелится увидеть их сердцем, а не глазами. Спасибо, что досмотрели до конца. Иногда самым прекрасным историям не нужны громкие слова. Только тишина и два сердца, которые понимают друг друга. Если вы верите, что мелочи могут иметь большой смысл, не забудьте поставить фиолетовое сердце в комментариях. Поделитесь своими мыслями. Как вы думаете, тот вечер в Скопор-Зечив был просто совпадением? Или чем-то большим, чем просто история? Увидимся в следующем видео. Потому что такие истории никогда не заканчиваются. Головокружение.